Привет, привет всем. Только теперь уже в героях. Ура, наконец-то я смог запустить, блин. Да, сейчас расскажу все. Дело одно сделаю. Опа. Так, отсюда я выйду. Герой меча и магии 3. Игра не новая, игра старая. Это игры 90-х, 2000-х годов. Сейчас, конечно, уже там Герои 6, наверное, есть. Вот. Но самая лучшая вот серия, которую я вот раньше начинал вообще еще как бы познавать компьютерные игры, это была третья часть. Вот. Начиная Герой меча и магии 3, потом Клинок Армагеддона, тоже Герои 3 во имя богов. Вот здесь вот у нас получается часть меча и магии 3 во имя богов. Вот. Блин. Сейчас тут одно дело сделаю еще. Да, ее приходится запускать мне в окне, потому что она... Ну, игра уже не новая. Сейчас тут настроюсь еще немного. Ну как-то так. Лучше знаете, как сделать, наверное, вот так вот пока. Хоп-хоп. Звук пока убрать. В общем, суть игры вообще, что это такое? Это вот, как вот, знаете, сказки вот эти там про рыцарей, про драконов, вот это все. Только это игра, стратегия. Здесь как бы есть люди, есть монстры всяких разных типов. Вот, задача в игре, значит... несколько, в общем, героев, это то есть несколько войск. Каждый герой это, допустим, игрок. Вот, я сейчас буду играть в режим ПВЕ, то есть я буду сражаться против компьютера. Вот, суть игры, значит, развиться. У тебя есть замок. Вот, тебе надо развить свой замок, развить свое войско, улучшить свое войско и победить врагов всех. Вот, враг тоже вместе с тобой будет развиваться. Игра пошаговая. То есть, допустим, ты делаешь ход, потом он делает ход. Вот, за этот ход ты должен для себя много всего полезного там, ну, что сможешь сделать. Какие-то ресурсы добыть, шахты захватить, допустим, шахты, которые будут тебе эти ресурсы добывать, чтобы строиться. Вот, также замки можно захватывать, то есть у враг может их тоже захватывать. Так вот можно играть, ты у него захватил, он у тебя. Ну, тут много всего интересного. Развивается, помимо как замка, развивается твой герой. Развить также можно несколько героев. Герой может быть, допустим, хорош в магии. Вот здесь магия, кстати, есть, да, ее можно будет использовать. Можно его, допустим, развить там в каких-нибудь баллистических там... Ну, допустим, на замок нападаешь, там катапульта, это, блядь, камни бросает, чтобы стену разрушить. Потом, блядь, как ее тоже называется-то, стрелой стреляет не лук, а она на колесах стоит, типа катапульты тоже. Вот, ее тоже развить. Ну, тут очень много всего интересного, это надо прям вот играть и развивать. Вот. Я вообще, да, вот тут несколько замков, у каждого замка свои существа. Ну, допустим, я вот сейчас буду играть за людей, замок людей. Вот он прямо называется замок. То есть там рыцари, лучники всякие, там монахи, вот это все. Вот. А есть чудики всякие, можно играть за подземелья, там всякие троглодиты, джинны всякие. Блин, тут всего очень много всего интересного. Есть вообще замок Оплот, так называется, тоже. Помню, ребятам нравилось играть им. Там всякие единороги, эти кентавры. Это то есть человек в виде лошади с копьем. Приколюха еще та. Так, ну давайте начнем. Наверное, я так в общем рассказал. Да, это стратегическая игра пошаговая. То есть это уже совсем не Тарков, не Арма. Такой. Это все можно удалить. Это, видать, все старое. Так, есть, конечно,
назад. Есть сюжетка, но она не даст сильно так эту игру раскрыть. То есть сюжетка — это в основном кампания, там выполняешь миссии. Вот. А есть вот можно создать вот именно свою игру. Создать, просто, допустим, выбрать количество противников, выбрать карту, он тебе сгенерирует все это, и будешь играть. То есть такую тему можно сделать. Так, новая игра. Сценарий. Вот. Случайная карта. Насчет ВОК не буду использовать. Мне он не нужен сейчас. Будем просто играть. Как бы. Буду драться, скорее всего, один против всех. Вот. Тут надо вот правильно еще настроить эту всю тему. Если, ну, как бы, если настроишь через заднее место, то будет игра у тебя вся через заднее место. Так, ну, в общем, карты делятся. Есть эски, это вообще маленькие карты. Там вот ты появился буквально, блин, через метров там 50 другой замок уже стоит. Это самое маленькое. М-ка уже средние такие. Эльки это уже, ну, побольше будет. Самые здоровые это XL-ки, конечно. Вот. Я всегда выбираю по максимуму. Мне нравятся большие карты, где много можно всего набрать. Там всякие там ресурсы, артефакты, добыть героя, развить хорошо. Там до самых таких прям мощных навыков. Вот. Также на карте настраивается. Можно чисто играть на земле. То есть там, где вода, травка, степи, все такое. А можно выбрать еще вместе с подземелья. То есть там есть телепорт, и ты попадаешь в подземелье. Вот, ну, обязательно подземелье оставлю. С подземельем интересно играть. Вот, и тут настраивается. Да, особенностью этой игры здесь можно еще играть как бы на одном компьютере нескольким игрокам. Да, то есть вот вы можете все сесть возле одного компьютера и играть, но при этом вы будете видеть, как каждый будет развиваться. Мы так с пацанами давно, ну, когда я юный был, играли еще, когда в школе учились. Блин, ну это такое палево вообще, просто сидит тип с тобой рядом, да, и вообще, по идее, игра, она как вот... Ты поначалу начинаешь играть, ты вообще не знаешь, что за замок у соперника, допустим, как он развивается и все. Потом уже где-нибудь по пути его встречаешь, и он, ага, здрасте, забор покрасьте, и все. И там все зависит от того, кто как развился. Уровень сложности. Сейчас стоит конь. Конь это нормальная сложность. Можно, конечно, поставить еще выше. В чем суть этих сложностей? Ресурсы будут просто меньше, и все. Ну. Нормальная сложность, это значит, ты появился, у тебя там ресурсы делятся на несколько там типов дерева, камни, вот это все, из чего ты будешь, допустим, что-то строить. И вот эти ресурсы, как бы суть-то в чем? Быстрее замок свой развить, быстрее войско набрать мощное. Вот, с этим будешь тупить, враг развивается и тебя победят. Значит, суть игры полностью разбить врага. То есть не просто там замок захватить, а надо еще и главного героя уничтожить. И всех героев. Герои могут еще у него несколько быть. Вот, если всех их разобьешь, тогда тебе игра уже даст понять. Все, такой-то уничтожен. Делится игра, значит, на флаги. Помимо как названия замков и героев, есть еще флаги. Красный, синий, зеленый, голубой. Вот. Так как я играю за игрока в PvE режиме, значит, у меня основной флаг красный. То есть я играю именно за красный флаг. Вот. Все остальные, вот они идут. Флажки синий, серый, зеленый, оранжевый. Вот. Я даже помню, у каждого флага, я помню, даже есть скилл. До того в эту игру раньше играл. То есть я даже вот почему-то предполагал, если я буду играть в PvE, то, допустим, самый опасный для меня это будет зеленый и фиолетовый. Вот эти ребята, они самые опасные. Вот. Зеленый и фиолетовый, они почему-то очень быстро развиваются, и войско у них очень хорошее такое. Так, значит, игроки. В общем, будет участвовать. В общем, максимум на карте сколько может быть игроков? Неважно, там компьютер, не компьютер. Вот и считай, 8 фракций. Команды компьютеров или людей. Можно сделать так, чтобы я был с кем-то в команде. Против вот этих всех. Можно выбрать кого-нибудь себе.
Ну, я хочу вот именно один попробовать поиграть, но при этом их тоже можно поделить на команды между собой. Это вот так делится. Но, допустим, их сейчас у нас... Ну, их можно на 3 команды поделить. Хоп, 3 команды. Главное, чтобы ко мне никого не... Прям можно, ну, или одного взять. Нет, не буду никого брать, хочу один. Потому что будет там рыскать у меня рядом. Ладно, потом объясню тоже это. Так, игроки компьютера, только команды компьютеров. А, вот, подожди. Только команды компьютеров. Нет. Бля, вот тут настройку подзабыл, честно. Ну, давай вот все-таки 3 команды выберем. Вот, и тут вот тоже момент такой. Так, монстры рандом. Карта наличия воды. То есть это вот именно наверху. Допустим, там вот где степь. Можно создать карту, чисто она будет сгенерирована острова. То есть там придется еще на корабле плавать, переплывать. Это лишние ходы, блин. Тоже надо будет развивать, чтобы он у тебя быстрее плавал. Логистику именно по воде. Ну, так, наличие воды, острова. Так, ладно, пускай все рандомно вот это стоит. Вот, теперь показать дополнительные опции. Нажимаем сюда. Здесь я могу указать, допустим, имя свое. Могу, кстати, выбрать вообще другой цвет себе, не именно красный. Вот. Кстати, да, можно выбрать еще любого себе, нажав вот так вот. Подожди. Или нет? А хрен, не дает, сука. Не, вообще как бы... А, вот так. Вот так нажимаешь. Хоп-хоп. Можешь даже за зеленого поиграть. Нет, я буду играть за красного. Значит, выберу... Вот здесь несколько получается у нас замков. Замок. Оплот. Башня. Инферно. Некрополис. Темница. Цитадель. Крепость. Сопряжение. Вот. А в чем суть? У каждого замка свои особенности. Замок — это человеческая типа тема. Вот они, типы существ, которые развиваются. Вот войско будет состоять, значит, если полноценное войско брать из замка, значит, будет копейщик. Это боец вот этот с копьем. Арбалетчик, лучник, который... Грифоны вот эти, они, ну, нормальные такие птички. Мечник, то есть это с мечом боец будет. Монах, который стреляет, не знаю чем. Может, это магия у него такая, как какой-то шар пускает, короче. Да, игра такая фантастика, полуфантастика, полу те времена старые, когда еще рыцари бегали. Кавалерист и самый главный, кстати, каждое существо, начиная с первого и заканчивая, это тоже как бы... Чем дальше идет до ангела, тем оно сильнее. Грифон посильнее будет, мечник еще сильнее, монах еще сильнее, кавалерист это уже совсем предпоследний, считай. А ангел, так это вообще титан, их называют титаны. У каждого замка есть свои титаны. В человеческом замке, допустим, здесь он как более человеческий выглядит, титан. А в некоторых там, допустим, какие-то монстры, драконы, там, кого там только нету. Вот. Так, у врага пускай все рандомно выбирается. Ну вот у каждого замка свои существа. И вот оплот у него маленько свое все. Здесь уже кентавр, гном, лесной эльф, пегас, дендроид, дерево, которое... Ну, кстати, дерево броневое, зараза. Единорог и зеленый дракон. Башня. Башни уже идут гремлины, каменные горгулии, големы каменные, всякие маги, джинны. Инферно это, короче, типа это с садом связано. Всякие бесы, черти, гоги, адские, всякие собаки, тут демоны, ифриты, дьявол у них, титан. Некрополис это вообще, короче, замок мертвых. Всякие скелеты, там живые мертвецы, это типа зомби, вампиры, тут всякие черные рыцари, костяные драконы.
Темница. Вот, я про нее говорю. Мне, кстати, нравится за темницу тоже играть. Не знаю. Интересный замок. Троглодиты, гарпия, бехолдер какой-то. Ну, он глаз стреляет, как лучник считается. Медуза тоже лучник. Минотавр. Мантикора, красный дракон. Цитадель. Цитадель — это всякие гоблины, наездники, орки, огры, птицы всякие тоже. Циклоп есть камнями, который кидается. Чудовище. Чудовище вот нормальный такой тоже, титан у них. Интересная крепость. Это уже болотная хрень. Тут, короче, гнол, ящеры, змейка какая-то, Василиск, горгона, виверн, гидра. Блин, вот это все надо запомнить. Кстати, каждый чудик улучшается. У каждого чудика есть свои особенности, если он наносит удар. Кто-то может дополнительно с ударом нанести еще магию какую-нибудь. То есть, если укусит, он еще и заразить может какой-нибудь гадостью. Там слепота, там, допустим. Да, кстати, во время боя тоже, когда войско с войском сражается, там тоже идет пошаговые ходы. Один наносит удар, потом другой наносит удар. Вот, замок сопряжения появился недавно. Ну, вообще, когда уже герои, по-моему, во имя богов появились, или не помню. Короче, первые герои 3 версии не было вот этого замка. Это потом появились. Я не любитель этого замка, вот, но кто-то нравится, кому-то играть. Здесь маленькая фея, воздушный элементаль, то есть это воздух. Типа как чудак в виде воздуха сделан. Потом элементаль воды, огненный элементаль, элементаль земли, психологический элементаль и огненная птица. Ну это, короче, чисто магический замок. Вот. Он чисто состоит из магических существ. То есть, по идее, они тебя могут заколдовать. Вот, значит, из всего этого я выбираю замок себе. Вот, теперь мне надо выбрать и героя своего, основного героя, которого я буду развивать. Герои тоже разные тут. Каждый, у всех свои навыки. Вот, все зависит от того, что ты хочешь развивать в этой игре. Дипломатию, силу, защиту, чтобы драться сильнее, там удары наносить и защищаться. Магию, чтобы лучше, допустим, может даже у вас там бой происходить. Он только начнет, ему магию, есть цепная молния, которая сразу типа с неба ударяет, и сразу несколько существ, если она сильна, она может убить их сразу. То есть всякие разные приколюхи. Ну вот первый герой Орин, что у него? Меткость. То есть вот этот герой развивает навык меткость. Это значит, если его развить, стрела вон в этом вмешении, это говорит о том, что у него хорошо стреляют лучники. Вот. Все, что касается лучников, они будут наносить очень хороший урон и стрелять далеко во время сражений. Валеска, арбалетчики тоже. Нет, здесь смотри, арбалетчики это именно есть, вот, которые арбалетом стреляют. Лучники, если их развить, они будут наносить хороший урон противнику. Следующий герой Эдрик, Грифон. Чисто специальность нацелена на грифонов. Вот грифон вот у нас здесь, он 3-й по счету. То есть, если развить этот навык, вот эти грифоны будут очень опасны для врага. Дальше. Сильвия. Навигация. У этого героя уже идет навигация. Нарисован кораблик. Значит, она хорошо, если развить ее, на корабле будешь дольше плавать. Вот и все. Я же не знаю, что за карта сейчас будет. Если там острова, то мне в плюс, конечно, чтобы у меня и корабли плавали далеко. Дальше, поместье. Поместье это золото. То есть, если улучшить этот навык, то тебе будет еженедельно приходить больше золота, и все. Какой-то процент. Сорша, мечники. Тоже героя этого развиваешь, бойца, и все. Вот, меня не интересуют конкретно существа какие-либо. Я не хочу развивать существ вот этих. Там людей или каких-то монстров. Мне нужен навык. Именно навык меня интересует. Но вот навигация мне не нужна. Поместье мне тоже не надо. Корабль, это можно потом героя создать и развить. Основной герой мне нужен с другими навыками.
Баллиста. Это вот тема, когда, допустим, идет сражение, либо ты нападаешь на замок, пытаешься захватить. Вот эта баллиста, которая стрелами стреляет, она может по несколько раз выстреливать и наносить удар хороший, ущерб, если его развить. Этот навык. Турис, кавалеристы опять. Это, короче, все на развитие этих существ все идет. Первая помощь. Да, здесь есть первая помощь. Во время боя есть палатка типа медицинская. Она сама лечит персонажей. Но лечит внутренние хп. Здесь есть основные хп, есть внутренние хп. Вот она их подлечивает. Это все в бою покажу. Адель. Благословие. Благословение. Благословение — это такая магия есть. Вот, если ее использовать, у существа добавляется сила, боевой дух. Вот. Ну, такой становится бодрый. Кстати, ну, я иногда брал этого героя. Катберт. Магия слабость. То есть это наоборот магия такая, короче, если ее развить, ты можешь на врага ее задействовать, и он будет слабым. У него боевой дух пропадет, стрелять он будет слабый, здоровья ему мало. Ну, как бы, можешь сильнее ему здоровье отнимать. То есть он будет весь зачуханный. Дальше. Аделаида, герой. Кольца холода. Тоже с магией связано. Кольцо холода — это боевая магия, которая цепляет несколько существ, если ее использовать между ними, допустим. Она как колесо такое, только расходится в стороны. Инхан. Монахи. То есть вот этих монахов развивают. Саня, орлиный глаз. Орлиный глаз — это разведка. Очень удобно, когда ты, допустим, карта же появляется, тебе надо ее исследовать, у тебя будет тьма везде. И когда ты начинаешь двигаться, у тебя эта тьма рассеивается. Вот это орлиный глаз, когда развиваешь, тогда он быстрее у тебя разведку проводит, герой. Это тоже большую роль играет. Вот. А есть категория замков. Допустим, я показывал Некрополис и Инферно. Это где вот скелеты и где эти бесы. Вот у них, если отстроить одну штуку, то он создает тьму. Это такую зону вокруг замка там. То есть сколько ты не открывай, не рассеивай эту тьму, этот замок все равно на следующий день, допустим, ход пропускаешь, и у него опять тьма это появляется. У этих замков есть такая особенность. Что дает эта тьма? Передвижение героя. Ты его не видишь, он вот не можешь понять, вышел ли он из замка, не вышел, пошел, не пошел. Как бы это тоже роль большую играет. Так, дальше. Лоинс. Молитва. То же самое, это как благословение, только покруче будет. Кайтлин. Опять с золотыми связана тема. То есть тебе золотые будут приходить, золото. Все, герои закончились. То есть здесь в основном выбор-то либо на существа развитие идет, либо на магию. Вот у этого замка. Вот, хорошо, я выберу своего героя, которого мне нравится брать. Я его до сих пор помню. Адель, благословение. Так, что меня больше всего интересует в начале боя? Чтобы быстрее развиться, я выбираю бонусом еще ресурсы, чтобы какие-то добавились. По ресурсам я сейчас объясню дальше. Что... Все, остальное я оставляю случайно, не знаю, что у противника будет. Так, еще раз. Чайная карта, здесь смотрим. Вот эти флаги поделятся еще на 3 команды. Где-то будет по 2, где-то 3 флага. Но они между собой тоже будут драться. Все остальное рандомно стоит. Все. Начинаем. Да, блядь, да в смысле? Блин, ну я сейчас выставлю. Оно сбросилось быстро. Какого хрена ты сбрасываешься? Поехали.
Отметьте правила для этой игры на ваш выбор. Это уже правило вот этой во имя, во имя богов ВОК. Атака без контр-удара вместо полета. На 7-й день. Пускай ладно будет. Половинная стоимость существ на 7-й день. Хорошо. Так, атака без контр-удара вместо... Нет. Так, создание героя магического ландшафта. Нет. Двойная атака для всех существ. Нет. Растущие армии. Как понять растущие армии? Не надо. А, это эти стражники. Короче, здесь игра идет понедельно, по дням, здесь дата идет, месяца меняется, вся вот эта тема. Вот, и, как бы сказать, вот у каждого какого-то там артефакта, либо какого-то там, либо какой-то шахты, которую ты хочешь взять, есть стражник. Вот этот стражник, он вначале появляется, и я так понимаю, с каждой недели его становится количество больше, 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 больше. Чем дальше ты его оставляешь в живых, тем тебе сложнее потом его победить становится. Что за растущая армия? Вот это, наверное, тема. Так оно должно само как-то быть. Продажа кабанов во всех внешних жилищах. Начало с героями 5 уровня. Дублирование артефакта Туман войны. Окей. Дальше что? Удвоение передвижения героев. Нет, удвоенное. Еженедельная смена шахтами типа ресурс. Повторно. Короче, я хочу просто сыграть. Стандартно сыграть. Вспомнить вообще игру. Атаки воров. О, вот атаки воров давай сделаем. Интересная тема. Засады могут тебя устраивать. Прикольно. Получение артефакта за каждый уровень. Да, давай. Угу. Типа уровень поднял, тебе награду какую-нибудь дали. Атака дыханием для всех существ. Нет. Второе место стрельбы. Постройка Грааль во всех городах. Да, тут, кстати, есть еще одна тема интересная. Грааль называется. Если ты его добудешь, это, короче, надо разгадать загадку, она по кусочкам разгадывается. И там будет крестик, типа как спрятано, ну как вот, допустим, сокровище найти надо тебе. Только здесь ты находишь это сокровище для замка. Если ты его построишь, у тебя замок будет... Вдвойне ты будешь закупать эти существа, плюс у тебя будет денег побольше приходить еженедельно. Короче, замок у тебя станет элитный. Так, знамена полководцев, врат городов. Давай. Окей. Все, вот игра начата. Я где-то появился на земле. Ну, понятно, у меня замок, люди, понятно, я появлюсь точно не в подземелье. Все, я врубаю звук. Еще настройки тут смотрю. Так, игру. Сразу ее сохраню. Lex Game 1. Понятное дело, за сегодня я эту миссию не сделаю. Будем периодически ее проходить. Все, вот, я появился, у меня темно, я ничего не вижу. Союзников у меня нету, вот оно, подземелье, все закрыто, все в темноте нафиг. Все, что у меня есть, это вот 11 бедных этих с копьем пацанов и 4 лучника, все, больше ни хрена. Так, вот что я обращаю внимание сразу, на что я обращаю внимание, прежде чем на замок зайти, в замок. Это навыки своего героя, атака, защита, сила, знания. Первоначальные навыки. Также смотрю, книга магии. У него есть уже... Это хорошо, ее же покупать тоже надо будет. То есть он уже как бы наполовину магический герой. Опыта вообще ни хрена нету у него. Вот, кстати, навыки мудрость и дипломатия. Эти навыки, они между собой связаны. Тоже расскажу почему. Очень важно это. Так, итого, что мы имеем? Навыки атака, кстати, вот эти навыки тоже надо развивать. Чем больше атака и защита, тем дольше живут ваши герои, с которыми, ну, существа, которые сражаются. Вот, на данный момент у героя есть атака, но защита 0. Есть сила и знание. Что такое сила? Ну, понятно, атака, защита, я уже сказал, что сила — это сила магии.
Допустим, если я хочу нанести молнию, удар молнии по существу, если эта сила у меня будет по количеству больше, удар будет сильнее. Если я еще разовью эту магию здесь, кстати, сколько я могу их всего развить? 8 навыков всяких разных. Вот. То эта сила еще станет сильнее, и тогда я могу убить его молнией. Просто взять и убить. При этом даже не нанося ему физически никакие удары. Так, что такое мудрость и базовая? Мудрость позволяет герою изучать заклинания 3-го уровня. Вот. Не знаю, почему оно так связано с дипломатией. Что такое дипломатия? Дипломатия, ну это как в жизни. Если ее развить до конца и мудрость развить, ты можешь просто подходить к стражам, и они некоторые к тебе даже войска будут приниматься, предлагать. Кто-то за деньги, кто-то так. То есть ты даже можешь просто существ себе войска принимать. Тоже интересна вот эта тема. Так, дальше. Что у меня есть еще у героя? У меня есть катапульта. Вот, катапульта используется только когда я нападаю на замок. Потому что замок, там, допустим, вражеское войско, если я нападаю на замок, то оно будет стоять за стенами. То есть мне надо до него как-то добраться. Вот в это время там, допустим, тебя будут расстреливать с вышек лучники. И пока ты будешь титьки мять и не пробьешь дыру, твое войско не попадет туда, их просто лучники расстреляют и все. Вот, то есть тоже роль играет. Так, захожу теперь в заклинание, смотрю на книгу, нажимаю. Как видите, благословление, вот как у нее изначально у этой героини. 1-й уровень. Вот. 20 очков мана. Это тоже важно. Кстати, чем больше этих очков, тем больше ману, тем чаще можешь использовать эту магию. Вот. То есть мана 5 тратится на вот это заклинание. Это говорит о том, что я 4 раза могу ее использовать за бой. Вот. Мана развивается с помощью знаний. То есть чем больше вот это число, от 2 это значит 20. Если будет 3, значит 30. Если там 50, соответственно 500. Вот. Чем больше маны, тем лучше. Вот. Теперь познакомимся с моими первыми титанами. Копейщик. Копейщик — это самый первый боец в моем замке. Здоровья у него ни хрена нету. По сути, это как живое мясо просто. Но наносить удары он может. Здоровья у него нету ни хрена, 10 всего. Короче, это самый слабый солдат здесь, самый уязвимый. Лучник, конечно, он на расстоянии может пострелять неплохо, но если к нему подойдет уже кто-то, то в ближнем бою он никакой вообще. У него тоже ни здоровья, ни хрена нету. Его ушатают. Короче, ребята такие грустные. Теперь заходим в замок. В замке, как видите, так, героя сюда можно поставить. На данный момент в моем замке доступна только закупка вот этих самых мощных ребят, плюс 14 еженедельно. То есть их нельзя каждый день скупать. Неделя прошла. Неделя также идет понедельник, вторник, среда, четверг, пятница. Неделя проходит. Вот, неделя проходит, и вот они появляются. Вот они все, которых я могу скупить. Сейчас пока они у меня закрыты все, их надо будет развивать. Вот этот самый главный. Сейчас я даже нажать на него не могу. Вот. Войско мое будет состоять из этих ребят, если я разовьюсь. Каждый имеет свои способности. Значит, Грифон. Плюсы его. Ну, насчет лучника я уже сказал, он стреляет. Этот просто как человек обычный ходит. Ему еще дойти надо до цели. Вот. У Грифона есть особенность, он летает. То есть, допустим, если я буду захватывать замок, я могу просто эти забор перелететь и нанести удар по врагу. Вот. Грифон тоже хорошая тема. Мечники. Какая его особенность? Он 2 раза наносит удар мечом с размаху, то есть он хорошо наносит, прям повреждает врага. Неважно, кто там, бес, черт. Так, монастырь, монах. Монах, он тоже в ближнем бою, он так себе, конечно. Но, когда он стреляет вот этой своей магией, он как лучник считается, только магией стреляет. Очень хорош как лучник. То есть ему тоже никуда лететь не надо. То есть уже у моего войска есть плюс. Это 2 лучника.
То есть им даже не надо ходить до врага, то есть они просто будут стрелять на расстоянии. Вот их уже надо развивать. Ипподром. Это вот рыцарь на коне. У него хорошая защита и хорошее нападение. Вот. Но ему надо дойти до цели. Ну, а этот ангел... Кстати, это все улучшается. То есть сейчас это все не обычное надо скупить, потом еще это все улучшается. Ангел превращается в архангела. Вот, в доспехах весь. Он тоже летает. Кстати, у него есть способность, он восстанавливает здоровье. То есть он может любого вот этого... Любого бойца или грифона, допустим, да, он может полностью восстановить ему здоровье. Он владеет этой магией. Вот. Теперь посмотрим, что касается моих ресурсов. 26 дерева, 10 горшков, камни 26, сера 10, алмазы 10. Эти ресурсы, за которые я буду что-то строить. Они очень важны. То есть заходим. Что сейчас в замке доступно вообще? Доступно, значит, скупка существ первого уровня. Также доступно, можно героя еще одного купить. Двумя героями развиваться, это важно. Потому что одному тяжело все равно бегать. Сейчас надо будет героя приобрести. Ну и все. И вот это основное, это вот где мы покупаем все для замка. Вот это. Вот, первое, что я постоянно строю. Иван, привет. Да, герои, да, будем играть теперь в героя. Вот, первое, что я всегда строю, это я. Я не говорю, что это каждый может это делать. Тут как бы замок можешь развивать по-своему. Можешь сначала сделать, открыть всех существ. Создать армию себе мощную. Вот, я первым делом создаю себе деньги, чтобы у меня были. Вот. То есть для этого мне надо построить префектура. Кстати, можно правой кнопкой мыши на нее нажать и посмотреть, что она дает. Префектура позволяет покупать различные строения и приносит королевству по 1000 золотых в день. Вот. То есть вот к этой 20-ке мне сейчас еще будет по косарю прибавляться. Но на нее мне надо потратить 2500 золота. Вот, то есть надо с умом здесь тратить. Ты сейчас можешь все ресурсы потратить и сидеть как бомжара. А в этот момент будут развиваться твои соперники. Вот. Префектуру строю. Кстати, одну штуку за день ты можешь только строить. Все, вот в замке показано 1000 ежедневно будет приходить мне. Также можно вот этих ребят скупить. Есть еще один момент очень важный здесь. Если я вот так оставлю 2 квадратика, то у меня всего будет 2 существа, так сказать, которые будут участвовать в бою. Вот, чтобы у меня было побольше, можно их поделить. Оп. Вот, то есть здесь 13, здесь 12. Прикольно. Блин, сейчас пока я занят, потом позвоню. Также от количества вот этих существ, то есть может он один быть, а может их 50 быть. Зависит поражение, допустим, если ты вот им нападаешь на кого-то, чем его больше, тем он сильнее бьет. Получается их как бы большое количество, они атакуют. Чем меньше, тем слабее. Вот лучников у меня всего 4. Смысл его делить? По 2 что ли, блин? Он вообще слабый у меня. То есть до лучника мы еще дойдем. Так, ну все. Пока все, что у меня есть. Создаю второго героя. Тоже тут надо с умом его создать. Думая, что это такое. Заказать кого-то могу, что ли? Герой тоже стоит 2,5. Так, у этого навык. О! Продвинутое лидерство. Атака 2, защита 2, сила 1, знание 1. Это вообще какой-то относится к замку Инферно. Бесы да всякая эта хрень. Точно не его.
Беру героя. Можно сделать вот так. Вот этих ребят воссоединить. Этого как разведчика оставить. А здесь уже, вот видите, уже какое-то войско есть первоначально. Уже можно нападать. Значит, герой сэр Мюлик, вот этот, которым я сейчас побегу, он в основном будет разведчик и добывать ресурсы, которые не охраняются. Поехали. 3 горшка добыл, да? В замке сейчас я уже ничего не построю. Я уже построил все. Осталось только походить. Так, звездное колесо. Сила магии +1 прибавляет. Типа я это изучил, здесь еще +1 поднял навык вот этот. Вот эти сундуки, они дают, можно выбирать как бы золото себе в копилку, там от 500 до 2, по-моему, тысяч. А можно опыта. Вот так как мне героев сейчас надо развивать, конечно, мне надо опыт. Вот. Ну, мне надо развить сначала ту героиню. Поэтому сундук я оставляю ей. Сам пошел ресурсы читать. Так, вот, костер. В костре добыл 400 золота и 4 кристалла. Еще момент. Вот этот замок, за который я сейчас играю, он считается самый дорогой здесь из всех замков. Его развивать надо, ну, стараться. Потому что у него дорого все стоит, все существа. Ну и сам он долго развивается. Там постоянно нужны вот эти кристаллы, потом вот эти... Как их называют, я все забываю. Что-то типа кристаллов такое, блядь. Как оно называется-то? Так, это не то. Посмотреть-то. Я забыл. А он мне сейчас и не даст посмотреть. Блин, я не помню, как она называется, эта херня. Ну ладно. Потом напомню. Точнее, вспомню и сам, и вам напомню. Так, серу забираю. Все. У него ходы закончились. Больше он ходить не может. Кстати, тоже надо вот это развивать. Если, допустим, героя разовьешь, он будет дольше бегать. Тык-тык-тык-тык, скакать. Все, вот он устал. Все, он отдыхает. Следующий герой основной. То же самое, и можно посетить вот это колесо. Вот этот сундук. Сундук дает выбор. Косарь тебе денег или 500 опыта. Но мне нужен опыт. Все. А, колодцы вот эти. Колодцы дают ману. Как раз вот эту ману для магии. Когда она у тебя заканчивается. Вот, они дают тебе эту ману. Они пополняют тебя этой маной. Кстати, вот что еще я не обратил на что внимание, это тоже важно. Так, подожди. Чем еще эти герои отличаются? Это очень важно в бою. Вот этой героине ей не очень везет. Ей надо вот эти исправить. Боевой дух и удача. У нее стоят... Короче, у нее боевого духа нету и неудачник. Вот, если сейчас это все не исправить, то в бою может так получиться, вот твое существо ходит, а бак, какая-нибудь херня, он, допустим, передумал, не хочет, испугался, ход пропускается. То есть такая херня вот работает, надо ее исправить. Вот, у этого героя, у него неудача, но у него боевой дух вдвойне. Это говорит о том, что у него, допустим, войско бы более бодрее себя чувствовало. Вот. Какие еще особенности? У него у этого героя еще есть один плюс. То есть, если его развить, он будет ходить дольше. Вот у него эти сапожки, блин. Они добавляют перемещение по суше. Ладно, идем дальше. Вот, как они называются? Драгоценные камни, вот. То есть... Этот замок требует постоянно алмазы, драгоценные камни, золото. Вот. Эти самые такие ресурсы, которые тяжело добывать.
Все, герои я со всеми героями походил. В замке я все купил, что смог. Пропускаю ход. Вот, кстати, можно дату даже здесь посмотреть. Здесь просто пишется месяц 1, неделя 1, день 1. Все ходит. Компьютер ходит быстро. Если бы играл бы игрок, он бы тележился пока туда-сюда, мы бы сходили бы чайку бы сделали. Вот. Когда играешь с игроком, можно делать ход ограниченно по времени. То есть здесь такой можно ставить. То есть где-то минута на ход дается. Так, вот что я наблюдаю дальше? Я наблюдаю шахту деревьев, дерева, добычи дерева. При этом она никем не охраняется. То есть я просто ее беру под свой контроль и все. Все, вот она под красным флагом. Все, теперь каждый день мне будет приходить с этой шахты по одной, по-моему, или по 2 древесины, не помню. Короче, вот ресурсы. Из-за меня не видно дерева, наверное. Сейчас я... Так вот сделаю. Вот ресурсы, значит, идут дерево, горшки, камни. Потом идет сера, желтая. Вот это справа внизу, слева внизу. Потом идут кристаллы и драгоценные камни. Потом только золото. Вот. Основное, вот, что на строительство уходит, это дерево, камни первоначально. Ой. Вот этот обелиск. Обелиск, вот как раз про то, что я говорил. Их много, посетишь много, потом поймешь, где это место, где Грааль выкопать. И там еще надо ямки копать, искать. Это вот он. Оп. Вот видите, он открывает по частям. Эту мозаику надо всю раскрыть, и тут крестик появится где-то на карте. Потом в районе этого крестика надо заниматься раскопками. Выкопаешь Грааль, занесешь в замок, и все, и ты богат. За старание герой награжден артефактом. Так, продвинутая дипломатия. Вот дипломатию продвинул немного. Идет начальная, базовая, потом продвинутая и эксперт. А, мне дали кольцо. Это артефакт. Артефакты тоже добавляют какие-то, либо там, допустим, атаку, защиту, магию какую-нибудь там, или вообще изучение с нескольких там заклинаний. Короче, артефакты тоже большую роль играют. Вот. Если тебя победит враг, он получит опыт от тебя и артефакты твои. Никуда ты их не сможешь спрятать. Ну и понятно, ты также от него. Так, кольцо жизненной силы. Повышает уровень здоровья всех ваших армий на 1 балл. Вот. Почему нет? Кстати, какие артефакты здесь можно нацепить? Меч, щит, доспехи, которые защиту дают, шлем. Обувь какую-либо, которая тоже влияет, допустим, либо на какие-то навыки магии, либо на защиту, атаку. Вот здесь дополнительно вот эти ячейки тоже артефактами можно засеять. Вот, ладно, по ходу действия все покажу. Все, ходы я сделал, теперь захожу в замок. А, что мне нужно? Мне нужно муниципалитет построить. Что требуется к нему? Гильдия магов 1 уровня, рынок и кузница. Вот. Смотрим. Требования. Гильдии магов 1 уровня. Дерево, камни 2000. Рынок. Всего 5 деревьев и 500 золотых. И кузница. Строю гильдию магов сначала. Потом построю рынок.
Замок на данный момент пустой. Это вот в чем минус. Враг может в него зайти и просто взять контроль. Все. Если же здесь я, допустим, какого-нибудь солдатика уже поставлю, он уже будет охранять этот замок. Поэтому замок пустым оставлять, по идее, нельзя. Но вначале приходится, потому что войско нужно. Мне снова дали артефакт. Вот как раз шлем белого единорога носится на голове. Повышает уровень знаний на 1 балл. Вот. У меня уже 4. 4. Здесь всего 20. Значит, могу сгонять до колодца, пополнить ману, уже будет 40. Так, силу еще возьму. Вот. Также роль играет на всех подряд нападать. Опасно. Стражи бывают сильные. Тоже надо смотреть, какое вот у тебя войско вообще, какого уровня существа. Вот, допустим, вот этот парень, ну не парень, кентавр, это из замка Оплот, тоже существа первого уровня. Они, ну, такие ребята, я бы сказал, активные. И дерутся хорошо, и бегают. Можно напасть, конечно, количество от полтинника до 99, но количество там много. У меня-то их всего 13, 9, 12, 16. Даже вот если меня все прибавить мои количества, это 25, считай, 40. Полтинник еле-еле набирается. Короче, пока рыпаться не буду. Подождем немного. Это тоже развивать будем. Потихоньку. Так, вот эта херня опасная, хижина ведьмы. Здесь можешь овладеть каким-нибудь говном. Так, а у тебя книга есть? Нету книги, так что мне похер вообще. Дальше. Дальше. Рынок. А, да, еще надо вот что построить. Блин, забыл. Точно. Цитадель надо построить. Сначала строится цитадель, замок, потом уже строится вот это все, чтобы потом построить муниципалитет. Точно, я забыл. Сразу построю. Так. Рынок и замок надо. Рынок. Что такое рынок? Рынок можно здесь, допустим, обменивать ресурсы. Сейчас на данный момент они по максимуму цена. То есть тебе невыгодно менять. Это считай, вот смотри. Допустим, у меня сейчас 40 деревьев. И я только за 40 деревьев могу взять 2 алмаза, блядь. У меня 35 почему-то. А там... Так, стой, подожди. А, вот сейчас не сбросилось. Я же купил. Вот. Рынок тем и не выгоден сейчас мне. А он все дорого стоит. Это вот потом, когда вот ресурсы, допустим, какие-то не добыл, тебе надо что-то срочно построить, приходится пользоваться рынком, что-то менять. И деньги также. Вот получается, драгоценные камни всего 50 стоят. Да? Вот. Это вот 18 драгоценных камней, я получу всего 900 золотых за них. Это капец. Это просто стрёмно. Вот. Также ты можешь... Тут херня такая. Если у тебя, допустим, есть союзник, ты можешь ему ресурсы перебрасывать. Можешь врагу перебросить. Прикол, да? Врагу сейчас хоп, перебросил ресурс. Хорошо объясняешь? Да, я видишь, половину еще вспоминаю сам. Я же тоже забыл немного. Смотрите, вот купил я, построил цитадель. У меня сразу количество вот этих гавриков увеличилось. Было 14, сейчас 21. Вот сейчас неделя пройдет, я их скуплю 21. Ну, идем дальше. Будем тоже этого героя развивать, а буду 2 героев развивать. Я что так подумал, надо 2. Так, вот. Тут тоже момент интересный.
я выбрал опыт, мне дают навык защиты +1 и выбор. У меня нету вот этих навыков, которые мне предлагают. А предлагают мне базовую навигацию и базовое сопротивление. То есть базовая навигация, я говорил уже в начале, это дает больше выносливости передвижения по воде. Я не знаю, у нас ли вообще здесь вода есть, надо ли мне вообще это навык. И базовое сопротивление. Базовое сопротивление это, допустим, вот вражеский герой делает на тебя магию какую-либо. Если у тебя вот это сопротивление эксперта, у тебя может сработать щит. То есть, как иммунитет от магии, защита от магии, как хотите, так и называть. Вот, поэтому, так как у нас, блять, уши этих затычек устают. Так как у нас герой не магический, в основном он такой боевой, ему нужно защиту от магии. Беру базовое сопротивление. Он же у нас боевой в основном. Почему у него еще вот эти штуки улучшены? Потому что у него есть экспертное лидерство сразу. Вот это лидерство влияет на вот это. Поэтому ему уже повезло. А вот у героини такого нету. Ей надо самой радость себе создавать. Так, 600 золотых и 6 горшков взял. О, шахта камней тоже не защищена. Ну, как правило, в этой игре, если на нормальной сложности играть, дерево, камни бывает не охраняется, потому что это основные ресурсы. Как бы игра старается облегчить вам вот это, чтобы хотя бы начальность ты мог построить. А вот что касается кристаллы, серы, драгоценные камни, тебе приходится их искать самому. В этом уже идет сложность. Здесь, в общем, есть еще, понимаете, что? Здесь есть редактор, ты можешь сам создавать, рисовать. Я как-то даже помню, сам карту создавал, балдел давно. Сам все делать, замки ставить там и всякие приколюхи. Не, интересно, интересно. Вот это место хранилище медуз. Там надо сражаться с медузами. Вот. Но у меня войско пока не готово к таким сражениям. Так, какой момент? У меня маны сейчас 40. Я могу себе сделать. Но у меня 21 пока. Вот, чтобы пополнить до 40, чтобы оно соотносилось с вот этим 4. Короче, одна единица знаний это десяток маны. Мана это для магии нужна. Каждая магия, допустим, это там сколько-то количество маны. Вот сейчас до 40 дополним. К колодцу подойти надо. Все, вот он пишет 40 из 40. Так, куда не ходил? Пойду сюда. Здесь уже стражники стоят. Вот, скелеты. Скелеты это лошары. С ними можно подраться. Сейчас будем драться. Со временем, когда играть начинаешь уже, когда уже понимаешь, кто лох, кто нет. Чтобы не залупаться. Можешь залупиться. Вот эти ребята опасные. Они как бы вроде лошары, но они камнями кидаются. Хоббиты. Пацаны вот эти с камнями, блин. Рыжие. Они не идут к тебе, они на расстоянии, ты пока к ним идешь, они в тебя камни кидают. Камни хорошо отнимают здоровье. Так, ну что, пропускаем ход. Здесь вот статистика полностью, можно посмотреть, что ты вообще добыл. Вот. У меня 2 героя. У меня сейчас на данный момент 1 шахта дерева. И все, и больше ни хрена у меня нет. И косарь у меня золото в день только приходит. Вот, артефакты все можно. В смысле щит? Откуда у тебя щит? Я что, проспал его? Кстати, вот этот знак отваги можно отдать тому герою, потому что его нету. Вот этого у нее знака. Смотрите, защита уже 6 у него. Раунд, блядь, развивается. Вот этот герой, он быстро разовьется. Уже по нему видно, да? У него навыки посильнее. Ну, мужик. Сразу. Щит!
это же классно, нифига себе. Это мне за сундук дали. Носится в левой руке, повышает уровень защиты на 2 балла. Ах, ты... Понятно. Это вот ему еще прибавилось, что... Ну ладно, нормально. Так. Еще моменты здесь. Короче, здесь можно тему одну захватить чуть позже. Я тоже в героя сейчас играю, но в фото. А, все, я понял. Ну, я вот вспоминаю, я вот раньше часто в них играл. Я помню, даже играл и по интернету тоже с игроками, когда ты не видишь игрока. Интересно вообще. Кстати, да, здесь тоже могут быть читеры. И читеры, знаете, как они играют? Здесь не надо ни волхак, ни аим, как в экшенах. Здесь есть, я не знаю, сейчас она работает, эта программа, для взлома количества чего-либо. То есть ты можешь циферку подрисовать и взломать, допустим, не 15 тысяч себе сделать, а 150 тысяч. Или там миллион, блядь. И ресурсов по миллион. То есть здесь вот программы раньше были, они взламывают на количество чего-либо. Ну, вот в основном ресурсы взламывали. Я даже сам как-то, когда один играл, еще интернета у меня не было, я пробовал. Как же называется эта программа? Взламывать на числа. Ресурсы можешь себе взламывать, и все, и развиваться быстрее. Но все равно ход ты себе не взломаешь. Если положено один раз ходить, все, 2 раза уже не пойдешь. Так, ну все, строим замок тогда. Все, у меня замок теперь полностью охраняется лучниками. То есть на вышках будут лучники. Все, вот эту тему я... Дальше буду строить муниципалитет, и Капитолий после него идет. И вот тогда уже у меня будет замок, допустим, сейчас вот муниципалитет построю, у меня будет по 2000 в день. Капитолий уже 4000 в день дает. То есть чисто на замке я уже 4000 буду в день зарабатывать. Деньги нужны обязательно, чтобы войско скупать. Сейчас у нас идет день 5, то есть остается 2 дня, и неделя заканчивается. Шахту надо захватить. В этом мельнице косарь, можно золото взять. Но это лишний ход, опять надо думать, вот куда ты хочешь пойти. Либо деревья взять с собой, допустим, для строительства, либо косарь, вот и выбирай. Так, ну с деньгами вроде пока нормально. Ресурсы тоже я вроде не бедствую. О, пойду направо. Карта пророчества, это артефакт такой, что он дает? В карте пророчества повышает уровень удачи на 1 балл. То есть вот уже вот эти у меня удачи боевые идут. То есть уже в сражении ему будет легче драться. У него будет всегда ход удачный, так сказать. Но это вы потом увидите в ходе боя, как влияет неудача. И с этим столкнемся тоже. Так, дерево забираю. Халява. Здесь вот прохода нет. Все заграждено. Вот эта штука тоже дает навык атаку или защиту на твой выбор, но за 1000 золотых. Вот это тоже дает знание или силу на твой выбор за 1000 золотых. И вот думаешь, надо ли тебе косарь тратить? А косарь нужен для строительства. Че, пойдем со скелетами подеремся? Так сказать, первое мое сражение. Мой ход. Ну, здесь можно посмотреть вот так вот героя навыки. Вот, допустим, врага надо посмотреть его правой кнопкой мыши, смотришь. Атака 1, защита 1. Единственное, не узнаешь, как хорошая ли у него магия, нет. Так, какие тут моменты еще? Отступить можно, да, сдезертировать и полностью войско потерять, но при этом сохранить героя. А, какой момент? Также, если ты сбежишь с поля боя, ты потеряешь свое войско, но у тебя сохранятся твои навыки, сохранится твой опыт и сохранятся твои артефакты. Потому что бывает такая ситуация, вот ты, допустим, герой у тебя слабый, но ты пошел на разведку,
И на тебя напали, блядь, а при этом у тебя там артефакты, допустим, и ты, ну а что тебе делать? Понятное дело, ты сможешь по количеству, он сильнее тебя. Да иди ты в жопу, сваливаешь, потом в замке его скупаешь и все. Да, здесь можно сбежать, но есть артефакт, Оки войны называется. Если герой будет его использовать, побег нельзя сделать. Вот это жопа. А, когда играешь с компом, вот у меня же с компом сейчас играю, этот сучок будет постоянно сбегать. Вот он зайдет, если у меня войско будет сильно, он будет пытаться сбежать. Поэтому мне надо его либо за один ход, за два постараться уничтожить, чтобы он не смог сбежать, чтобы опыт и артефакт у него забрать. Либо эти оки найти. Так, ну что, поехали. Вот можно изучить магию, что дает благословение. Вызывает в бою нанесение максимального ущерба выбранных подразделений. Ну, допустим, давай лучшенько благословим его. Все, я его благословил. Также, что можно здесь в тактике еще сделать? Здесь можно полностью ход пропустить, дать противнику. Можно время на ожидание сделать. Потом 2 раза ходить. Как-то так это работает. Дать противнику ход. Можно сделать автоматическую битву. То есть компьютерный интеллект игры будет сам за тебя драться. Ты можешь сидеть, чаек пить. Вот. Так, что мне нужно? Вывести сетку, тень перемещения. Тут еще настраивать можно. Скорость анимации медленно. Только так, вся статистика, только заклинания. Вся статистика поставлю. И тень перемещения. А вот сетку сделаю. Оп, вот. Мне так проще будет. Вот, курсором навел, уже все показано. Вот такую тему тоже я сделал. Познакомимся со скелетами. Атака 6, защита 6. Урон наносит при ударе 1,3. Здоровье 6, текущее здоровье 6. Шестерка, короче. Скорость 5. Полный неудачник, тоже можно посмотреть вот по вот этим навыкам. Теперь посмотрим моего бойца. Атака 4, 6, 7. В скобках максимальная защита 7. А так в скобках это максимальная. Урон 1,3 наносит. То есть урон у нас по сути одинаковый, что он, что я наносит. Но здоровье, скорость одинаковая почти. И тоже неудачник, короче. Нормально, встретились. Так, какие тут еще моменты? Тень перемещения, тень курсора. Вот это все надо включить. Уже будешь знать, уже видеть по квадратам, куда твой боец может дойти максимум. Скелеты далеко ходят. Кстати, скелеты улучшенные. Это улучшенные скелеты. Это не первые, не базовые. У меня-то базовые, все, это улучшено. Total War, что-то знакомое. Слушай, не могу. Что-то знакомое, да. Надо посмотреть название. И скриншоты. Может, я играл, я просто не помню. Я Героя Меча и Магии 4 играл. 4 мне не зашел вообще, Герой 4, не знаю. 5 тоже не очень. Эта графика 3D как-то, не знаю, уже не то. Мне больше цепляет вот это. Оно интереснее здесь. Ну, как-то проще, что ли. Глаза у тебя не так устают от этого всего. А там столько всего замудренного. Там уже прям такая, знаете, стратегия полноценная. Вот сейчас современные, которые идут в 3D будут. Так, ну что, пошли. Вот тоже надо, кстати, внимательнее быть вот в этом. Тут можно подойти к нему поближе, но при этом дать ударить ему первому тебя. Мне надо как-то рассчитать так ход, чтобы он тоже сходил, но не достал меня. Вот, я выдвигаюсь примерно, допустим, сюда. Вот он идет. Видите, как он далеко ходит? Лучник. Вот, благодаря магии благословения я вот могу сейчас по нему стрелять прямой стрелой. Вот. До этого, видите, уже прямой стрелой не достану. Прямая стрела наносит максимальный ущерб. Смотрим. Максимальный ущерб 8. У него 8. Стреляем. Минус 5 скелетов. То есть здесь суть-то в чем идет? Здесь просто нету вот этих 10 скелетов на одном поле, да? Как будто это вот один скелетов на меня надвигается. Вот так вот здесь вот. Можешь, конечно, в ячейки их раскидать по одному. Сделать как бы.
По сути, это не его здоровье 6, это количество скелетов, надвигающих на меня. Вот их 11 сейчас идут на меня, с этой стороны 6. Опять же, я стараюсь сделать ход так, чтобы он меня не достал. Вот, также момент бывает такой, что они идут атаковать сначала лучника. Можно сделать вот так. Оп, защитить лучника собой, чтобы они не смогли прямо напасть на него. Ну, на локалке всегда классно играть, когда ты видишь игрока, вот, когда видишь и понимаешь его эмоции, но при этом, если он тебя не мониторит. Так, здесь вот я такой ход хитрый сделаю. Короче, в моих интересах нанести максимальный урон, вообще победить врага, но при этом не потеряв своих бойцов. Я вот сюда уйду в сторону. Вот видите, он наносит по мне удар. Оп, это ответка. То есть, какой еще момент? Когда ты бьешь или тебя бьют, у тебя автоматически отвечает персонаж этому персонажу. То есть на это тоже надо рассчитывать. Он мне одного убил, а я сейчас, получается, 4 убил и еще 2 добиваю. Все. И мне дается еще ход вот, благодаря вот этому навыку, который был, вот я вам говорил, там удача, боевой дух. Вот оно на что влияет. И мы его еще благословим. И у него сразу... Хотя я не сказал, что у него прям ходы увеличились. Просто у него здоровье побольше будет. Ну, так, ну давай теперь этого скелета ловим. Сейчас лучником его постреляем. Так. Этим добиваю все. Правильная тактика, правильное понимание вот этого всего может прям минимум сделать потерь. Вот, но это были всего лишь стражи. Все очень сильно заняты процессом были. Ага. Есть еще вот, это были просто стражи. Если будет драка с героем, герой будет уже играть тактикой тоже. То есть он может напасть на тебя, может подождать. Вот, дело такое. Ну. Так, что я отвоевал у этих стражей? Камни. Руда ее называют. Я их камни все называю. И сундук, который мне даст опыта. Также вот посещение медуз, опять же. Так, вот эти парни опасные. С ними надо будет чуть попозже подраться. Медуза это потом будет с ними драться. 1500 опыта. Эксперт дипломатии. Блин, я, короче, тут настройку-то включил в начале. Я ее тоже не знал. Это добавилось, видать, в современный. Ну, как они же сейчас, как современные герои считаются. Им добавили вот этот ВОК. Хоть они и старые, но у них, во-первых, HD графика появилась. Вот. И плюс настройки вот эти дополнительные. И мне теперь, помимо опыта в этом сундуке, мне еще дают артефакт постоянный. Ну, я вообще сейчас зажирусь тут. Так, что он дает? Слушай, он дает то, что надо. Застывший глаз дракона. Носится на пальце, повышает уровень удачи, боевой дух. А, у меня как раз его и не было. Портануло мне. А, вот этих чудиков давай победим. Кстати, сражаться можно несколько раз, смотря сколько у тебя, как ты ходить можешь. Вот, сейчас я до беса могу напасть. Погнали. Вот это будет веселая битва. Ни хера не ходят, блин. Они все улучшенные, вот в чем проблема. Так, вот эти центральные сейчас 100 пудов будут нападать на моего лучника. Я ничего сделать не могу. Сука, я его не достаю. Так, ну что, вариант такой. Вот так вот сделать. Опа. Защищаем лучника. В оборону выстроим.
Второй раз ответить уже не может, видите? Один раз его бьют, он отвечает, второй раз не может. Блять, они на одного напали и все, засранцы. Отстань. Так, давай вот этому нанесем удар. Нормально. Вот благословение, да, дает чуть. Все, сейчас лучник атакует, заразы. Отстой, сука. Сейчас минуснут одного. Одного минуснули. Так, вот этого можно... А, те... Не, вот этих надо бить. Поднёрки это херня. Мне надо вот эти количество 7, чтобы они не могли мне ущерб наносить. Видите, их чем меньше становится число, тем они слабее. Так, ну что, лучше в ближнем бою. Блин, вот видите, я уже стрелять не могу. Они подошли к нему, я стрелять не могу. Мне сейчас ближним ножом драться придет. Вот, поэтому я отхожу. Ой, то называется удача, да? Пробуем вообще уйти. Нет, вот так вот. На тебе, сучка. Самых, вот, у которых больше количество, их убить сначала. А эти однерки пускай прыгают. На срать на них вообще. Вот что влияет. Удача, боевой дух. Ты можешь по несколько раз ходить. Это же хорошо. Вот удача. Это сила удара, считай. Так, в этом бою, значит, я потерял 7 своих этих солдатов и одного лучника. Ну, мог бы больше потерять намного. И количество-то 60 было. И неплохо они держали удар тоже. Так, что я отвоевал? Склады циклопов. Здесь циклопы. То есть здесь тоже надо с ними сражаться за ресурс. Но циклопы у меня вообще армия пока не позволяет себе такого. Тут можно воссоединить сейчас. Будет уже 2 их. Ну вот, такой насыщенный день, да? Да, чтобы быстрее героя прокачать, надо драться со всеми. Но при этом надо... Может так получиться, что ты, блядь, залупишься, а он сильнее тебя окажется. Даже тот же монстр, охранник. Страж их называют. Так, первый раз вот эта мельница дает 5-хатку, потом 1000 будет давать. Так, вот эти навыки тоже сейчас надо будет у того и героя, у того тоже качнуть нормально. Ну, тоже опасный тип. В начале опасный. Так он лошарик, конечно. Они улучшенные, видите, все улучшенные, я заметил. Большая часть, вот кроме тут. Вот он кидает, вот этот шар будет кидать в меня, он как лучник считается. То есть я до него не успею дойти, он мне накидает уже. Поэтому лучше пока не залупаться на него. Амулет гробовщика. Так, вот тут тоже момент. Либо ты до максимума мудрость доводишь свою, либо тебе предлагает базовую грамотность. Что она дает? Позволяет героям учить друг друга заклинания. Обмениваться. Допустим, вот у меня сейчас тот герой развивается, он тоже какие-то там магии найдет, и я могу как бы воссоединиться с ним во время ходьбы, и он мне даст эти навыки, тоже поделится со мной. Ну, не знаю, не так это важно. Как бы вот мудрость я эксперт делаю. Так, итого, эксперт мудрость, эксперт дипломатия уже. То есть сейчас осталось войско набрать помощнее, и уже могу войски солдат, если будет слабее, допустим, стража, слабее моей армии, я могу его к себе нанимать, он будет мне сдаваться. Вот. Да, такая тема. Мне нравится здесь дипломатия в этой игре. Здесь можно
Так, что я взял? Ожерелье стремительности. Носится на шее, повышает скорость. Что там за говно? Носится на шее, повышает знание черной магии. Амулет гробовщика. Вот это я убираю в копилку. А вот это повышает скорость во время боя всех существ на 1 балл. То есть они во время боя у меня будут дальше ходить на 1 балл. Выше на шее, хорошо. Так, и что мы имеем? Мы имеем подземный телепорт. Вот этот телепорт, он под землю телепортирует. У нас еще целое подземелье. Вот таким размером. Скорее всего, враг в подземелье, наверное. Опять же, надо учитывать еще один момент. Я сейчас вот этих стражей везде побеждаю. Залазю в подземелье, там всех побеждаю. Я могу вот этим проложить путь к себе, сопернику. То есть ему даже драться не придется. Он просто придет ко мне, насрет здесь. А мне вот этого не надо. А что, как он может насрать? Он может посетить все твои вот эти штуки, которые ты оставляешь на десерт. Может в замок твой зайти, если у тебя войска нету здесь. Короче, все, что ты не посетил или откладываешь на потом, он все это посетит у тебя. Эти ребята ушлые. Так, ладно, покупаю кузницу. И все. Потом муниципалитет беру. Что, пропускаем ход? Это у нас последний день недели. Все. Здесь еще интересно, здесь как бы, допустим, неделя кого-то идет. То есть у нас, допустим, вот в жизни, да, месяц, там, зодиак какой-то там. А у них неделя. И, допустим, неделя кого-то. Если неделя будет, допустим, лучников, да, моих. У меня лучники, где они? Лучников побольше станет на закупку. То есть здесь вот такая фишка еще есть. Так, беру муниципалитет. Бля. Слушай, не, давай что-нибудь маленько схитрим. Маленько схитрим. Сейчас получается как раз закупка будет. Надо кого-нибудь добавить. Понятное дело, ну как казармы. Можно рыцарей взять. Но рыцари это опять же, они в основном в ближнем бою дерутся. Мне арбалетчики нужны. Вот так вот сделаю. Сейчас закупка будет просто. Лучников скуплю. Попробуем маленько по-другому сыграть. Мне надо войско же. Это навык, пожалуйста, выбирай атаку и защиту за косарь золотых. Так, у тебя защита есть? Давай атаку. Пойду к этой мельнице. Сейчас неделя вот это заканчивается. Там 1000 меня будет ждать золотых. Что здесь? Здесь золото тоже беру. Все, дальше тупик. Блять, у меня какая-то зона тупиковая. С одной стороны хорошо, меня никто не беспокоит. То есть у меня получается замкнутая территория вся. То есть мне если куда-то сейчас идти, это через подземелье, что ли? А, не, вот, смотри, вот проход есть. В пустыне. О, нихера, там дерево. Блин, оно, короче, поднимает сразу уровень твоих навыков, но 10, считает, драгоценных камней, оно у тебя забирает. Тоже момент такой. Оп! Телепортнулся в подземелье. Там уже меня ждут кабанчики. Ладно, пойду на замок пока. Все, пропускаю ход. Ну, читаем. Астрологи провозгласили месяц магической элементали. А, кто такая магическая элементаль? Кто смотрел стрим в начале, я рассказывал, когда замок выбирал, что здесь есть замок магический. Вот, и там эти всякие элементали идут. То есть вот у них прирост сейчас в 5+. Если сейчас у врага есть у кого-то этот замок и скуплены эти элементали доступны, он на 5+ их купит больше.
Давай сюда разведку тогда пойдем проведем. 1000 заберу. Сразу же покупаем муниципалитет. Вот уже 2000. Было 1000, сейчас 2000 ежедневно будет приходить. Ну, пойду в замок. В замке скупаю вот этих и лучников. Лучников можем поделить. И вот этих тоже может... Да, ну. Сильно делить тоже не надо. Еще раз говорю, чем их меньше, тем они слабее. То есть надо количество хотя бы оставлять. Так, сколько у вас идет-то? По 30-ке где-то. И если их оставить все воедино, то у тебя будет, допустим, 2 всего бойца и 2 хода, блин. А так у меня уже 4 хода. Вот, я их сейчас разделил, у меня 4 хода. 4 существами могу управлять. Здесь 30 их, здесь 17, здесь 18, здесь. И вот так вот их еще переставить. Ну все, посидим немного в замке, потусуемся. Все, пошла вторая неделя. Здесь можно сохранить игру. Ну у нас автосейв идет еще. Так, смотрю, вот, выбор опять за 1000 золотых. Магия или знание. Сила магии или знание. Смотрю, здесь у героя 2-1. Знание у него отстает от силы. Значит, беру знание. Выравниваю это все. Так, здесь мы теперь... Капитолий. Капитолий требует 10 тысяч. Вот, сейчас надо будет пропустить несколько дней, так сказать. Еще один момент, если был бы у меня сейчас союзник компьютер, он бы мне был докинул бы эти деньги. Да, здесь вот когда ты играешь с кем-то, и этот кто-то у тебя или игрок, ты можешь с игроком договориться, кидани мне золото, да, допустим. Вот. Либо компьютер. Компьютер как-то здесь интересно, он сам, у него там в программе как-то уже понятно твои ресурсы, что ты можешь взять, и он тебе эти ресурсы добрасывает. Подачку, так сказать, дает тебе как союзнику. С одной стороны, это классно. Вот. Так, что еще мы можем поменять, допустим, так как у меня есть шахты дерева камня, заходим на рынок. Ну, рынок это просто PPC. Это одно дерево 25 всего золотых. Это даже вот если на 20-ку поменять, это всего лишь 500. Так, и горшки. Нет, подождем, потерпим. Это не дело. Так, ну что, попробуем пацанов вот этих на вкус. Пацаны, вы невкусные. Так, погоди. Вот, появилась магия. Так, волшебная стрела. Ею могу сейчас стрелять по ним. Благословение. Защита от воды. Это, короче, магия воды есть. Там водой тебе наносит удары. Если ты, допустим, эту защиту поставишь, типа она может, это, если она прокачана, она отражает эту магию. Лечение есть. Лечится в основном внутренние проценты. То есть, помимо как одна единица, вот здесь их 31, у каждой единицы есть еще внутреннее здоровье. Вот, ты его можешь вылечить. Внутреннее здоровье... Оно нам его не показывает почему-то здесь. Но оно есть. Блять, где же его смотреть-то? Короче, есть внутреннее здоровье, вот оно и лечится. Дальше щит. Щит это вот как раз для наземных сражений. Вот, в нашем случае противник к нам не пойдет. Они будут стреляться камнями, кидаться. Вот, поэтому здесь мы, конечно, можем использовать вот этих ребят, но чем ближе подойдут, тем им больнее будет от них. Здесь нам только помогут лучники. Вот, лучники и волшебная стрела. Вот, значит, волшебную стрелу использую, магию. Нихера себе. У него защиты-то нету, да?
Обратили внимание, у лучников нету защиты вообще, по сути. Вот у моего тоже их, по идее, нет. То есть ему хорошо ударить, его в ближнем бою выстегнут. Они сильны на расстоянии. Поэтому их надо беречь именно на расстоянии. Так, ну, пропускаю ход. Стреляю. Видите, прямой стрелой не получится стрельнуть. Поэтому не сильно много отниму. Но... Еще раз ожидаю. Еще раз стреляю по вот этому. Это они, сука, начинают по лучнику. Так, вот этого добиваю. Все. Без потерь. Короче, правильная тактика, понимание, как какое существо себя ведет в бою. Вот. Ты будешь выходить с минимальными потерями. Понятно, дело, потери будут в будущем. Потому что это пока вот эти пацаны, они просто не сильно, они слабые. Но опасные поначалу. Могут нормально тебе накидать. Так, в итоге 6600 золотых, 6 камней. Здесь вот святыня магической мысли. Здесь вот можно изучить заклинание. Землетрясение. Что дает эта магия? Землетрясение. Дает пользу именно когда ты на замок нападаешь. Я говорил, да, когда на замок нападаешь, там стены не дают тебе попасть именно к самому замку. Эти стены надо разрушить, чтобы твои существа туда проникли, те, кто не летают. Поэтому землетрясение дает возможность вот эти стены повредить. И там потом дырка образуется. И вот через эту дырку заходит твою же пехота твоя. Вот и все. Сейчас. Так, строим дальше. А, нет, ни хрена. Ждем. 6300, это по 2000. Вот и считай. В день 2000, сейчас 6300. Мне надо 10 тысяч. 2 дня мне надо чисто пропустить. То есть я уже теряю 2 раза, допустим, что-то построить. Сейчас при этом, допустим, враг строится, а мне придется ждать. Потому что я вот, допустим, арбалетчиков купил, да? Тоже очень большую роль играет вот именно вот эта цепь, как ты будешь строиться. Ты можешь построиться так, что у тебя потом денег не будет, но у тебя будут существа. А можешь оказаться вообще без существ, но при этом у тебя будут деньги и ресурсы. А у твоего врага, допустим, там уже драконов 500 штук. Да, тоже роль играет. Я же не знаю, что у них сейчас там. Пойдем погуляем по пустыне. Так, обелиск посетим. Вот только о них говорил, смотри, они там, а. Сейчас покажу. Вот уже 2 ячейки открыл. Так, ну давайте даже вот тут можно уже понять, что это подземелье. В подземелье Грааль находится. Чисто вот по вот этой хрени. Вот запомните вот это. Вот видите, как подземелье, блять. Вот. У подземелья только такая вот штука. Это подземелье, это где-то в подземелье находится. Ну что, идем дальше. Вот они, оки. Ой, я их могу просто взять. Блин, опасно, тут же у меня воры могут меня атаковать. Так, нет, пацан. Давай назад. Я забыл, у нас же здесь засады воров, а у меня никого нету. Ему надо, короче, какое-то войско тоже дать немного. Надо с ним поделиться войском немного. Ни хрена не взял, да? Сейчас можно этих подраться с ними. Они такие ребята мощные. Так, ладно, давай пойдем победим. Так, сколько? 8300. О, уже кто-то, сука, лазит. Вот здесь. У меня сосед где-то тут.
Благо он не может попасть. Какие еще моменты? Есть магия перелета, есть магия телепорта, можно найти летающие сапоги, крылья. Короче, ты можешь просто по карте летать через эти горы. Прикольно, да? Я надеюсь, он не найдет это, потому что он может просто взять, перелететь эти все горы и напасть ко мне на замок. Да, и такая гадость может произойти тоже. Капитолий. Все, теперь 4000 у меня будет в день. Это важно. Что, пойдем драться? Вот, кстати, те места, которые посещал, можешь посмотреть, если они одноразовые. Правой кнопкой мыши он пишет «посещено». Все типа, чтобы все. Так, вот сразу вот я иду на него нападать, но у него, смотрю, артефакт. Артефакт — это руки Титана. Они дают прирост чего-то либо в замке, каких-то существ, какого-то уровня. Но у меня пока только первый и второй уровень скуплены. Ладно, пойдем, подеремся. Так, а что, мана есть? И есть мана. Маги. О, ни хрена, что-то вас, пацаны, много. Я-то на полтинничек где-то рассчитывал. Вот тут-то сейчас могу и звезды получить. Блин, они первый удар наносят, зараза. Я, видите, не достаю опять до них. Это уже не те бесы, с которыми я дрался. И не скелеты. Эти все, эти ребята посерьезнее. Видите, ожидание врубил, он мне еще раз дает ему ход. А чё, куда мне идти? Я сейчас лучника только попробую защитить, чтобы прямым ударом его не атаковали. Ну давай. Зато того сейчас атакуют. Ну, видите, сразу отнимает по 4. Капец моим лучникам, походу. Вот на эти я залупился, они посильнее будут. А, еще второй раз ходит, да ты охренел. Вот этот белый кентавр, он улучшенный считается. Вот эти коричневые, а это обычные. Так, сколько единиц? 31. Ну все, тогда вот этому. Не, лучника я уже потерял. Вот этих лучников, их сейчас убьют. Там уже бесполезно. В ближнем бою бить им — это вообще полностью. Ну, я сейчас отойду, они побегут на него. А смысл? Надо сопротивляться. Так, идем вниз. Вот тоже зависит от удара. Вот она, сабелька такая маленькая показана, когда я на врага навожу. Если бить под таким углом, он мало отнимает тоже. Вот так, вот так. Всегда надо пытаться бить прямыми. Если стреляешь стрелой, значит прямая стрела должна быть. Вот положение какое-то у меча. И удар должен под таким. Сейчас он ему нанесет нормально. Минус 5, ну, они крепкие ребята вот эти. Блин, я того не могу достать, он его закрыл. Так, давай нанесем вот этому удар, потому что он лучник от того сейчас будет бить. Ну, этот лучник потерян. А, тут тоже момент сейчас. Вот этот лучник, если этого использовать, то ему ответку дадут, и он погибнет. Поэтому я оставлю лучший ход, чтобы враг потерял ход на нем. Тоже вот тактика такая. Смотри, еще сопротивляется лучник. Все, они его ушатали. Вот тема магия хороша, она единственная помогает. Без магии сейчас бы жопа была бы вообще, я бы с ними не справился.
Это не такие лохи, которые в прошлый раз были. Вот, благословение. Видите, как удар увеличивает? Он его сразу ушатал, добил. Так, ну меня вот этот интересует. Да, потеряла нормально тоже. Для такого войска, которое у меня было, я считаю, потерял 24 арбалетчика, блин, и 7 бойцов. Вот. Ну вот запомните этих ребят. Это, короче, замка оплот. Первый уровень, вот такие они. Кентавры, они хорошие. Мне нравится, вот, допустим, когда я играю за оплот, их использовать в сражении. Они, во-первых, далеко ходят и бьют неплохо, когда их большое количество. Так, руки легиона, что они дают? Когда это средство используется героем в городе, число существ 5 уровня в этом городке увеличится 2 недели. Смотрим. Монахи у меня будут побольше, но их надо купить. Несу в замок артефакт. Какая еще есть хитрость? Можно героя купить и от героя взять вот этих существ еще. Сейчас посмотрим. Так, все, закупаю теперь войско. Казармы берусь. Давай вот этого. А что он не берется? А, 2500 надо. 2500, да? Ну, 200 на рынке надо сейчас. Ну, давай где-то 8 деревьев. Угу. Что хочу сделать? Хочу вот так вот сделать. У меня у этого парня вообще никого нету. Так хоть немного будет. Просто мне сейчас идти в пустыню, на меня могут напасть воры. Тут же настройку мы ставили. Могут воры напасть. Все, выдвигаемся сюда. Ну, это героиня, я не знаю. Пускай в замке тусуется. Будет хранительница замка. Сложный замок вот этот, сложный. Поэтому вот кто будет играть в эту игру, может кого-нибудь заинтересует когда-нибудь. Если вы научитесь развиваться вот этим замком, вам проще будет потом с другими замками. Он самый сложный такой. Он дорогой, потому что, блин. Тут сейчас, это я только эти основных скупаю, а мне еще потом улучшать их. Я охренею их улучшать. Вот грифоны требуют 5 камней. Монастырь. Уже кристаллы ему надо, драгоценные камни ему надо. Короче, все ресурсы. Вот про эти оковы я говорю. Про эти оковы я говорю. Вот эти оковы. Они не дают сбежать. Но есть еще один маленький моментик. Тебе они тоже могут в минус оказаться. Не забывайте, вот об этом тоже надо. Ты же их выставляешь, получается. Ты не можешь угадать. Допустим, нападут ли на тебя, если ты вот... Может получиться так, что на тебя нападет сильный герой, и у тебя оковы стоят, и все, и ты не убежишь тоже. Ты-то тоже сбегать не можешь. Да-да-да. Так, шахта горшков. Из-за моей вебки не видать их.
тоже ресурсы. Они вот так выглядят. Ждем. Блин, там ходы есть, да? Типа он, эта игра тебе оповещает, типа это... У вас есть ходы, вы можете ходить, а вы просто хотите ход пропустить. О, точно, я же здесь не был. Надо войско, у меня войска мало. Куда я пойду? Дюлей дадут сейчас. Вот эти ребята уже посерьезнее, блядь. Это лучники из темницы, замок темницы. У них вот эти глаза, они стреляются. Тоже веселые пошли ребята. Блин, монахов бы принять к себе в войско, но они не сдадутся в слабое войско. Это надо, чтобы войско было. Так, навык защиты нападения. Ой, ну да, защита нападения. Что у меня 2-2? Атаку беру, конечно. Так, силы магии. Короче, я люблю атаковать, а не защищаться. Конечно, у меня защита всегда тоже присутствует. Но при этом мне нравится всегда навык атаки и навык силы, чтобы магией сильнее бить. Это тоже вот мне так нравится. Это я так делаю. Так, дальше идем. Монастырь. Все, вот у меня уже появляются понемногу ребята. Я их быстрее скупаю. Вот ипподром маленько задержался. Сейчас просто вот неделя опять заканчивается, 7-й день. Астрологи провозгласили месяц ласки. Население городов и замков выросло. Что за ласка, не знаю, не помню. Что за существо. Вот эти тоже растут с каждой неделей. Их все больше и больше становится. Тут вот их поменьше. А здесь их опять 50-99. Ну мы-то знаем, их там 100 будет, как этих минотавров. Кентавров. Змейки эти, блядь. Вот они. Я вот про них-то и говорил. Вон, смотри, крылья. Если я их заполучу, я могу через горы летать. Это артефакт интересный. Вот этот. Блин, за него придется подраться с этими орками. Потом еще с этими... Там львы летающие. Лев-скорпион их называют. Но они 6 уровня, ребята. Это уже почти титан. Опасные. Брать оки, не брать. Блин, я помню, оки как-то взял, они у меня исчезли, прикинь, и они постоянно на мне работали. Тоже такой бред бывает. И все, и... Не знаю, не всегда это в плюс. Ипподром требует конюшни. Так, ну тут вот смотрите, рассчитываем. Неделя только началась. Это говорит о том, что еще можно успеть ипподром взять. Сколько конюшни стоит? Вот. Что я хочу сделать сейчас? Улучшить лучников. И пойти в бой. Так, монахи. А, мне еще денег не хватает ни хера. Так, вот улучшаю его. А, чем он хорош? Он будет по 2 выстрела делать. Арбалетчик. Вот монах. Денег нету, надо скупать, а денег тю-тю. Все, он 30 золотых. О, тетя, ну-ка сходи сюда. Косарик. Ну, что могу на косарик взять? Правильно, ничего. Шучу. Тут тоже момент. Мне хочется их быстрее скупить, но при этом я их скупаю не улучшенных.
А сейчас вот улучшать буду, и мне потом еще за дополнительную плату придется каждого улучшать. Вот и думаю, либо подождать, ну, сэкономить денег, либо быть с войском, но при этом потом еще на улучшение деньги потратить. Тоже такое дело. Так, ну что, здесь рыпаться мне ни на кого мне не получится вот этим войском. Так, разведку немного провел. Пойду в подземелье сгоняю. Что-то как-то не густо вообще. У меня здесь территория, конечно. Одна мельница всего. Хрень какая-то. Что, улучшаем монахов? Вот тоже опять, чтобы монахов улучшить, кристаллы золотые эти. У меня шахты этой нету нигде. То есть я уже их трачу. Все, монахов улучшил. Теперь вот такие ребята-то. Так, лучников скупаю. Ну вот грифоны и рыцари, блин, они дорогие, зараза. Сейчас вот, чтобы 21 грифона купить, это нормально денег надо. Так, этих воссоединяю. Что-то нужно будет обменивать, наверное. День третий. Надо быстренько скупиться, а то конюшни взять. И погром не забыть потом взять. Сколько? 10 грифонов берем. Так, ребята, сейчас завершать буду минут через 10. Рассчитываю на пару часов. Потом продолжим. Я только начинаю играть. Это еще только все начинается. У меня выбран большой режим игры. Мега-карта. Это самый максимальный размер карт. С двумя, получается, это наружу, как бы объяснить, земля и подземелье. То есть сверху на земле и под землей. Ну и все по максимуму количеству героев. То есть я один в команде, против всех дерусь. Это у них там между ними команды делятся. Они еще там, кстати, компы, наверное, друг другу развиваться помогают. Я-то не могу себе помогать. Ну как, я один развиваюсь. Ну. Ладно, воссоединяем войска тогда. Делаем одну сильную. Того героя надо будет сейчас. Ипподром. 5000. Опять не хватает денег. Да что такое? А сколько надо? А, нифига, косарь 300 где? По 650 хотя бы. Так, эти не буду менять. Вот эти поменяю. Во. Сука, сейчас 3... А, блядь, деревья-то потратил. Так, а 2 дерева приходят, да? Ладно, так вот сделаем. Ход пропущу сейчас один, наверное. Ну, пожалуйста, первая сложность. Столкнулся с деньгами. С проблемой денег.
Тут где-то тип бегает, мне он не нравится. Ты где тут? Не могу открыть эту место. Ну-ка. Сука. Не получается посмотреть. Что там за тип? Так, ипподром. Ну все. Главное, чтобы количество было, а улучшить уже улучшим позже. Потому что каждая неделя это, считай, твое войско. И если ты неделю вот так вот количество не сделал, что ты не можешь его покупать, ты, считай, неделю уже потерял. Значит, у тебя этого существа будет меньше, чем у них, у врага. Тоже роль играет. Ну и плюс еще потери в бою. Так, улучшаю грифонов. Чтобы они у меня летали далеко. Ну чё, пойдем разомнемся? Иди ко мне. Мне кристальчики нужны. Вот хоп, сразу уже отступать начинает. А я вот не хочу отступать. Я подерусь с вами, ребята. Вы не против? Мне опыт нужен. Сразу бой другой, да, становится? После предыдущего. Ах ты петух. Хорошо ему один оставил. Спать. Кристаллики возьму. Так, чтобы посетить вот этих всяких циклопов и медуз, надо ближний бой. Ближний бой у меня идут, значит, рыцари, птички. То есть надо улучшать солдат вот таких, которые будут драться на мечах, на кулаках. Я даже сказал, здесь лучников бы вообще оставить, чтобы их не потратили. Пойдем разведку проведем. Астрологи провозгласили месяц сурка. Пойду подземелье посмотрю. Так, что у нас еще тут? Улучшаю. А, мне же скупиться надо, да, еще. Надо его улучшить. Бастион грифонов добавляет количество грифонов, которые будут приходить. То есть не 14, там еще будет прирост какой-то. Вот. Так, скупаю, значит. Я, заметили, начал с лучников сначала, потому что мне они нужны очень. Все, войско готовлю к бою. Сейчас пойду завоевывать. Либо там шахту, или еще что-нибудь. Хватит сидеть. О, нихера. Офигенно. Это, короче, вот эта штука, она полностью подземелье, тьму открывает. Фига фартануло. Шахта серая еще, нормально. Вот тоже, кстати, вот эта проблема бывает, когда денег не хватает.
недели щелкаются быстро, а войско копится, и тебе скупить не получается. Короче, все, я сейчас вот этих докупаю. Ипподром. Вот так вот и сделаем. Потом докуплю. Все, я побежал куда-нибудь. Хватит титьки иметь. Кто такой? Ну что, пойдем драться тогда? Медузу. Вот это улучшенная медуза. Зеленая это обычная. Так, кто больше представляет опасность? А, так они лучницы, они сейчас стрелять будут точно. Они все опасны. Давай вот эту атакую. Еще у них защита есть, да, я смотрю? Так, монах. Давай так. Вот эту. Все, без потерь. Она ни хрена мне не сделает. Шлем хаоса и базовые. Вот магия воды мне зачем? Водяным быть, что ли? Не, вот, кстати, насчет магии. Я развиваю магию земли, магию воздуха всегда. Магию воды, магию огня я здесь не развиваю. Ну, кому-то нравится. Кому-то нравится использовать магию Армагеддона. Армагеддон это, короче, срабатывает сразу с неба просто... Эти, блядь, как их объяснить-то? Огневые эти шары просто сразу все войска атакуют. То есть ты себя можешь повредить. Ну что, придется первую помощь брать базовую. Ладно, возьму. Будет постоянно у меня палатка тогда для лечения. Ну и лечить будет хорошо. Блин, дебильные, вот бестолковые навыки, блин, дали. Считай, ячейку просто занял вот этим говном. И тоже вот, кстати, бывает такое здесь. Когда ты не хочешь этот навык, но тебе приходится его брать. Что, пойдем дальше посещать эти места? Так, улучшенный ипподром. Все. Теперь коплю деньги на закупку войска. Всех улучшил. Осталось в замке взять портал славы. Но это полный бздец. Тут 10 горшков надо, 10 серы, 10 кристаллов, 10 драгоценных камней и 20 косарей. И при этом его покупать придется постоянно за драгоценные камни. И чуть не один там 5000 это не улучшенный. Улучшенный вообще десятку стоит один архангел. Да-да-да. Ну, это все, куда я могу походить, да? Сейчас вот этих буду побеждать. Не сейчас. Сейчас я ухожу. Сейчас еще один бой проведем. И все, я побежал по делам. Вот эти сейчас два места посетим. И все на сегодня, на сейчас. Так, бастион грифонов еще надо взять. Чтобы грифонов побольше было. Вот сейчас их было 14, стало 17 прибывать еженедельно. Так, перед вами хранилище медуз. Вы хотите атаковать сразу же? Конечно, хочу. Так, сразу. Лови. Да блин, вот что значит надо силу развивать? Мало. Вот была бы сила нормальная и навык бы развит магии, ее бы сейчас бы как шандарахнула, она бы уже бы все не очухалась. Так, монах. Давай вот эту бей, тетю. Эти медузы это из... как он? Крепость, по-моему.
замок есть такой подземельный, подземный он замок всегда. Там троглодиты, драконы, красные, черные. Нет, подожди, не циклоп, там, как она? Вот этот лев, у которого хвост этого скорпиона. Короче, ну, мне нравился этот замок, я прям обожаю его. Я просто не стал им играть сейчас, специально поиграл. Взял сложный замок. Такой. Так, что мне дали? 5 серы и 2000. Нормально, мне как раз деньги надо. Пойдем циклопов повеселим. Тут тоже улучшенный циклоп стоит. У них даже это... Циклоп это у нас получается... Раз, два, три, четыре... 6-го уровня, по-моему. Да? Да, это 6-й уровень. Это, считай, перед Титаном. Это почти как у меня ипподром. Вот я сейчас купил лошадь с бойцом. Только они стреляются камнями, кидаются. Ну, они мощные, ребята. Видишь, он не с первого раза бьет. Ой, ништяк, второй ход. Это я люблю. Снял. А? Скотина, 10 лучников, ты охренел? Десятку сразу взял, мне отнял. В общем, у моего войска будут страдать всегда лучники, арбалетчики вот эти, и вот этот с топориком со своим. Они постоянно, видите, бьют. Вместо арбалетчика лучше бы найти кого-нибудь другого, поставить из другого замка. Вот видите, 9 уже потерял. О, кольчугу дали мне. И базовую. О, так, продвинутая базовая защита, блин. Заманчивое предложение. Так, а у меня это есть, то есть. Слушай, ну давай возьмем, ладно, попробую развить ее. О, ништяк, по 4 ресурса каждого. Это уже хорошо будет. Так, ну чё? Сейчас в замок пойду, опять сейчас неделя проходит, надо войско собрать. Подожди, а чё это? Балбестый шарик. А эту кто посещать будет? Сейчас еще раз посетим еще одну. Точнее, вот эту я не посетил. И все, и пойду в замок. Вот этот циклоп... А, нет, подожди, все, нету улучшенного, что ли? Они все одинаковые. Ну, один фиг тебе по башке. Что магия слабая бьет циклопов. Кто из вас сейчас ходит? Кого бы замочить? Вот знать бы еще, кто ходит, и его бы убить, чтобы у него хода не было. И такое может быть. Ты можешь убить того, который, допустим, ход сейчас. И все, и он не ходит. Здесь ресурсов поменьше будет. Потому что их меньше. У них улучшенного циклопа нету. Блин, да как так? Один циклоп по 2 лучника забирает. Ты офигел, блин? Опять 4 лучника подрать. Не стой... Чё? Неистощимая подводка с рудой. А мне еще... Воу-воу-воу, полегче беру, конечно. Базовая магия воздуха. А нет, ресурсы те же.
Ну вот у меня уже получается. Вот только вот эта первая помощь, она мне нафиг не нужна. У меня есть теперь мудрость, дипломатия эксперта. Вот базовая защита тоже ништяк. Сейчас бы атаку бы тоже базовую. И магия воздуха. Магия воздуха вообще классная магия. Туда вот эти все относятся, всякие телепорты. Так, подожди, по-моему, телепорт на базу. На базу. В замок есть телепорт такой. Это магия земли, если не ошибаюсь. Короче, вот эта магия воздуха, она мощная магия. Это молнии, вот эти все молнии, они будут шарахать прям хорошо. Ништяк, ништяк. Ладно. Братство меча. Что он дает? Укрепляет боевой дух солдата на 2 балла. Почему бы нет? Вот он, элитный ипподромец. Чемпион называется. Такой нормальный тип. Но у него есть конкурент. Черный рыцарь. В замке Инферно. Там, где эти бесы черты бегают. Черный рыцарь, он круче был. Красивый конь там такой вообще. Ну, ладненько. Чуть позже это все посмотрим. Обязательно. Так сказать, оставайтесь на связи. Все тогда. Пока все. Побежала по делам, потом продолжим. Вот видите, игру сворачиваю, и она пропадает. Потому что она в окне запускается. Ладно тогда, продолжим уже в следующих стримах. Игра интересная, есть что показать, есть что вспомнить, как бы опыт есть. Просто, как бы так сказать, рассказать можно многое, но чтобы это еще бы понимали все. А то я бываю объяснять или еще тот. Объясню так, что там проще в Тарков он зайти побегать. Да не, ну классная игруха, кстати. Вот. Она затягивает, если ее узнать, познать, тут очень много всего интересного есть. Здесь также дичь есть, здесь есть, допустим, можно такую сложность создать, что там чуть не на 1000 на 1000 сражаются, прикинь, количество. Капец, тут можно развиваться. Ладно, все, до новых встреч. Пока-пока, хорошего дня. Увидимся в следующих стримах.